Привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я буду обозревать для вас Realme GT Neo 5. Да, GT Neo 4 не было, но GT Neo 3 был просто бомбой, как и Neo 3T. Обзоры, разумеется, и сравнения есть на канале, это дело я уже прожарил в Твиче, я тестировал его на автономности, он справился хорошо. На это дело у меня уже был обзор на лайв-канале, он был не особо длинным, основное про этот аппарат я могу вам сказать сразу. Здесь Snapdragon 8 Plus Gen 1. Здесь, разумеется, 1 100 000 баллов в Antutu. Разумеется, помимо этого, здесь 77 000 баллов в Storage тесте. В 4К 60 FPS он свободно у меня отснимал 2 часа 40 минут. Это космос. Правда, 65 гигабайт. Это тоже космос, как оказался файл. Следующий момент. Автономность здесь на максимальной герцовке. Она здесь эгегей 144 Гц. Конечно, не космос. При максимальной яркости чуть больше 7 часов. Но если вы включите автояркость и автогерцовку, он выдаст вам в PC-марке 15 с лишним часов. Вы такие результаты вообще где-то видели? Здесь у нас есть диод индикации. Он классно выглядит. Возможно, никому не будет нужен, но большинство из нас очень часто повторяли, а где диоды индикации? Он здесь есть. Камера снимает хорошо. Никаких закругленных краев. К сожалению, нет защиты от влаги. Две симки, разумеется, на борту. После основных тестов и всего остального вы сможете увидеть примеры фото-видеосъемки в сравнении с Xiaomi 13 Lite, либо по-другому CV2. Xiaomi 13 Lite это просто в глобале. И вот это дело, к сожалению, даже рядом с ним не лежало, но вы увидите. Девайс мне понравился, свои минусы есть, он у меня пришел заблокированный. Разблокировал я его просто, но это не гарантия того, что вы разблокируете свой, потому что по отзывам у некоторых даже OnePlus уже 2 раза блокировались китайских версий, ну а глобалка стоит в 2 раза дороже. Обо всем этом в ролике, не забудьте подписаться на канал, смотрим. Распаковка. У меня на руках, разумеется, китайская версия данной модели, так как она в 2 раза дешевле. Поставляется данная модель в упаковке из плотного картона, дизайн упаковки нестандартный для Realme. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем силиконовый чехол неплохого качества, краткое руководство, ключ для извлечения слота, сам смартфон с пленкой, притом защитная пленка неплохая, блок питания на сумасшедшие 240 Вт с китайской вилкой, хотя кое у кого есть уже на 300, но мы это протестируем. И разъем USB Type-C. К слову, можно купить версию с блоком питания на 150 Вт, и она у меня тоже в наличии, где-нибудь через месяц распакую и сделаю ее обзор тоже. Далее мы имеем кабель для зарядки с Type-C на Type-C, слот на прорезиненные 2 нано-сим-карты. Карту памяти, разумеется, запихать нельзя. Но, к слову, здесь операционная система занимает всего 18 гигабайт, в отличие от некоторых Samsung'ов, да, S23. Габариты смартфона 164 на 76 на 9 мм, вес 199 граммов. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться с колоколом на канал, подписаться на телеграм-канал скидок, там много всегда интересного и полезного. Не полезное не кидаю. Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где я делюсь как раз исходниками фото и видео с различных смартфонов и общаюсь с вами по поводу тестируемых гаджетов. Приобрести смартфон Realme GT Neo 5 можно в черной, фиолетовой и белой расцветке. Дизайн необычный из-за блока камер. Выглядит он во всяком случае запоминающимся. Тыльная часть из стекла, рамка не алюминиевая. К сожалению или счастью, но с одной стороны это и не важно. Почему? Потому что вы все равно в чехле его будете носить. RGB подсветка с полупрозрачной вставкой с поддержкой 25 оттенков цвета, которую расположили рядом с блоком камеры, выглядит интересно и ненавязчиво, как по мне. Персонализировать подсветку можно в настройках на смартфоне. Далее в руке с чехлом лежит он удобно, пользоваться одной рукой им не совсем комфортно, если честно, но можно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, да, к сожалению, только так. И микрофоны. ИК-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. По звучанию мы имеем стерео с Dolby Atmos и профилями среды. Также на борту есть функция пространственного звука. Звучание хорошее, но не лучшее, я бы даже сказал, на уровне среднего. Ко всему, нижний динамик здесь громче, здесь псевдо-стерео, я называю это полуторкой. Аудиокодеков достаточно, на экране вы можете наблюдать список поддерживаемых. Вибромоторчик линейный по CX, технология O-Haptics, хороший, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Официально о защите от влаги не заявляли, что минус, но учитывая стоимость, неудивительно. Хотя у некоторых Samsung
Samsung даже в бюджетниках это есть, да? Жаль, что BBK пока не защищает от влаги такого рода аппараты, потому что считайте, что это флагман. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем T7 Plus на 6,74 дюйма с разрешением нестандартным 2772 на 1240 пикселей, 1,5К. Дисплей не имеет закругленных краев, не водопада, это хорошо. Соотношение сторон 20 к 9, глубина цвета 1 миллиард цветов, HDR10+, плотность пикселей 400 ppi, как по мне, более чем достаточно, даже волшебно. Пиковая яркость неплохая, 1400 нит, при прямом попадании света на экран в солнечный день яркости достаточно, но запаса большого нет. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, и на выбор также есть 60 Гц и автогерцовка. Сертификация SGS Sensitive Touch на борту, как и система защиты от случайного контакта Hyper. Touch на 1500 Гц в определенных сценариях использования, к примеру, в играх, должен, по идее, работать. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. Результат средний, не лучший, что я имел на тестах. Имеется затемнение PWM с частотой 2160 Гц. DC-диминг автоматически включается при снижении яркости ниже 50%, но показатели все равно не супер, потому что шим на 100% яркости 33%, на 70 30%, на 36,5%, на нуле около 7%. Показатели шима, в принципе, хорошие, если мы смотрим на новые Samsung, допустим, на S23, обзор на который, конечно, уже на канале. 30, конечно, это немало, но и не 100%, правда? Автояркость работает быстро, под освещение подстраивается хорошо, Always On дисплей в наличии, вдобавок он, разумеется, здесь полноценный. Я вообще у BBK, по-моему, не видел неполноценных АОДов. Напомните мне, в среднебюджетках, может быть, в каких-то я пропустил. Мультитач есть и откликается на все 10 пальцев, разумеется, моментально. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, быстро. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана минимальный, в целом, как и рамки. Цветопередача отличная, приятной яркости достаточно. Частота обновления экрана просто космос. В настройках есть различные функции для персонализации экрана или улучшения качества картинки. Процессор здесь почти последний, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. И это не особая линейка для Samsung, которая мне не особо зашла. Это обычный 8 Plus Gen 1. Максимальная частота которого 3,2 ГГц. Система охлаждения в Realme GT Neo 5 отличная, так как не приходилось его специально охлаждать или снимать чехол, чтобы он не перегревался. Графический процессор Adreno 730, также установлен чип Plus. Realme UI версии 4.0 и Android 13 версии. Интерфейс работает шустро. Google сервисы спокойно активируются через настройки в смартфоне, никаких проблем не было. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8, 12 или 16 гигабайт. У меня 16 в тестируемом образце. Виртуальное расширение на борту, кому-то оно необходимо. По-моему, это чистый маркетинговый ход, притом в аппаратах BBK иногда это даже дело притормаживает работу системы. Внутренняя память UFS 3.1, не UFS 4, что я отнесу к серьезным минусам. Понятно, стоимость может быть чуть-чуть выше, могли бы запихать UFS 4, потому что разница просто колоссальна, практически в 2 раза по скорости. На выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт. У меня, повторяюсь, на руках версия 16 гигабайт оперативки и 1 терабайт внутренней памяти. Имеется поддержка 5G сетей, что для нас не особо актуально. 4G в китайской версии смартфона имеет только 7-й бенд. 20-го бенда не завезли в глобалке, 7-й и 20-й бенд есть, ее уже презентовали. Но она стоит в 2 раза дороже, поэтому рассматривать ее я вообще не вижу смысла. За эти деньги есть просто море смартфонов, которые будут на голову выше, притом на Gen 2. Тем не менее, связь смартфон ловит хорошо, звучание при звонках отличное, микрофоны отрабатывают на ура, датчик приближения за время использования не подводил, что радует. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи, хотя, возможно, это и есть причина блокировок данных смартфонов, как многие в форумах отмечали. В Евросоюзе, как и у нас, в принципе, запрещено запись разговора без уведомления собеседника. И дистанционно это дело им не заблочить. Может быть, поэтому тоже они блокируют китайские смартфоны. Опять же, на данный момент, я повторяюсь 1000 раз за ролик скажу, у меня получилось его разблокировать, симку видит, звонить можно. И это касается без разницы, куда вы отвезете смартфон китайский Neo 5, любую страну, кроме Китая, вам придется активировать его. Если это дело будет работать, хорошо, если нет, то плохо. Bluetooth версии 5.3, NFC на 360 на борту, MirPay встает без проблем, GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартная для Qualcomm у большинства, наверное, 3 метра, а у меня только 4. Не увидел он 3 метра никак. Емкость аккумулятора очень скромная, 4600 мАч. Neo 5 имеет сертификацию по безопасности при быстрой зарядке, заряжается от родного адаптера питания на 240 Вт от 0 до 100% за 13 минут 27 секунд. Притом за 7 минут он может до 70% зарядиться. За 30 секунд с 1% заряда набегает 10%. Заявленных 10 минут нет ни у кого, да и в
целом у всех он заряжается по-разному. Поэтому я считаю, что зарядка на 240 Вт не актуальна вообще. Если бы он хотя бы заряжался от 9 до 11 минут, ни с 1% и ни с 3, это был бы другой разговор. Но я в итоге вам рассказал, как я поймал все-таки эту зарядку на 12 минут, но быстрее у меня не получилось. Это надо с 1 или 5 начинать. Беспроводной зарядки нет. В PC-марке при 140 Гц на 100% яркости смартфон выдал неплохие 7 часов 7 минут. А вот с автогерцовкой автояркостью смартфон выдал практически сумасшедшие 15 часов. Для оптимизации расхода заряда есть множество различных функций и режимов, что удобно, но сам смартфон довольно все равно быстро разряжается. Разумеется, есть GT режим обновленной версии 4.0. В играх смартфон показал себя хорошо. За 1 час в игре с одновременным стримингом на Твиче ушло у меня 21%. На лайв-канале есть запись, на Твиче также есть запись того, как я его тестировал в онлайне. Перейдем же к тестам. К слову, его запихать в морозилку мне не понадобилось. Он прошел их без проблем. Тротлинг-тест проходит Realme отлично. 308 гипсов минимально, максимально 369, в среднем 337 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 5 в синглкоре 1257, в мультикоре 3680, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 2829, Wildlife Stress Test 10415, Wildlife Extreme Stress Test 2826, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu с режимом GT выдал в результат в 1 миллион 105 тысяч попугаев. Без этого режима 1 миллион 50 тысяч. Особой разницы я не заметил. Storage Test показал неплохие для этого типа памяти 73 тысячи, но плохие, потому что если было UFS 4.0, было бы минимум 130 тысяч. Ощущаете? Стресс-тест прошел плохо, результаты вы видите на экране, но хочу отметить, что плохо началось после 50 минут. По факту стресс-тест я в этот раз гонял с полного заряда смартфона и буду теперь стараться у всех смартов также прогонять, для того, чтобы иметь понимание, за сколько смартфон полностью разряжается при лютых нагрузках. А Antutu стресс-тест — это лютые нагрузки. Результаты тестового искусственного интеллекта 2 миллиона 729 тысяч, что тоже хорошо. Перейдем же к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветной LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией на 50 мегапикселей. 8-мегапиксельный сенсор с углом обзора в 112 градусов и макрокамера на 2 мегапикселя. Поддерживается архитектура изображения HyperShort версии 2.0 и еще некоторое количество улучшенных алгоритмов и тому подобное. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, и, к слову, в этом разрешении смартфон снимал у меня 2 часа 40 минут без остановки. Я устал, файл у него в итоге весил 65 гигабайт. Для видеосъемки и фотосъемки в стоке достаточно много различных интересных режимов и вспомогательных функций. К примеру, есть RAW формат для фото, ночной режим, портретный режим, 50 мегапикселей, микроскоп, Pro режим, панорама, фильм, двухоконный, замедленная съемка и подобное. К слову, в режиме микроскоп есть функция анализа кожи на базе искусственного интеллекта. Но вас она не обрадует, потому что сколько я ее на себе не тестировал, она добавляет мне лет 5, 7, 10. Так что если вы в себе уверены, конечно, тестируйте, но смотрите сами. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с датчиком Samsung S5K3P9, так же как у Neo 3, находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео только 1080p 30 fps. Видеосъемка с основного сенсора хорошая, так как установлен адекватный сенсор. Фронтальный сенсор стандартно для BBK не имеет большого значения, но снимает не мрачно, и в целом короткие примеры вы сейчас увидите. Civi 2 или 13 Lite 4K 30 fps у великого и ужасного Neo 5 4К 60 FPS, и разница, конечно, огромная. 4К 60 FPS, и да, у меня полное отсутствие Civi 2 мучить, конечно. Я не знаю, что с камерами, я не знаю, что с прошивкой, но это смысла сравнивать нет. В этом случае хочется сказать, ну ничего себе, а должно было быть все совсем по-другому. А вот фронталку я не знаю даже, что выбрать. Смотрите, если позади меня брать огни, то получается у Xiaomi легкий кроп. Если по движению брать, то плюс-минус одно и то же. Не знаю, что вам больше нравится. Ну что же, основные камеры и микрофоны: 4К 30 FPS на Xiaomi, 4К 60 FPS на Realme. Даже не буду спрашивать у вас, а как вы думаете, где что. Вот настолько уровень смартфона, отличающийся по цене, наверное, на процентов 20, отличается от смартфона Xiaomi. Xiaomi в этом смысле очень странно сделали по мне, потому что он вчастую проигрывает, поэтому тестов будет не море. Но на Realme я буду больше делать видеотестов уже в аппарате не с 240-ваттной зарядкой. Опять же, если вам будет интересно, двойной обзор где-нибудь через месяц, когда все это дело допилят. Смотрим. А вот фронталка у Xiaomi по мне немного лучше. Опять же, пишите ваше мнение, насколько вам подошла одна или другая фронталка. Напоминаю, что у Xiaomi есть еще вариант 0.8, сейчас вы его увидите. Зачем они сюда запихали, а-ля Dynamic Island, я не знаю. И 0.6.
Вот такой вот ультраширик на Xiaomi, опять же, кому надо, напишите, но по мне это чуть бесполезная приблуда, учитывая, как она неприятно делает с экраном. Разумеется, это они пошли по пути Honor и хотели показать, что вот можно что-то, что будет походить на iPhone, но по мне плохая идея. Как говорится, мы не ищем легких путей. Основная камера 4К, у одного аппарата 60 FPS, у другого 30, ветер просто лютейший. Смартфона аж выдувает. Надеюсь, что вы хоть что-то слышите, хоть что-то видите. И вот так в сравнении они будут работать на здании, но будет хорошо заметно. Лучше. Выводы, как говорится, делайте всегда сами. Ну, разумеется, немного фронтальной камеры также на улице, при отличном освещении, рассеянный свет. Вот как вас они будут снимать в обычных условиях установки. Основная камера у Xiaomi, основная камера у фронталки единственная у Realme. Стандартный тест на байке. Фронталка. И солнца нет уже. Посмотрите. Фонари. 4К 60 FPS. Основная камера, едем плавно. 4К 60 FPS, помещение не предназначено для съемки. И вот так примерно в довольно печальных условиях будет снимать ваш смартфон автофокус. Если это будет Neo 5, ну, с автофокусом все, кстати, хорошо. И фронталка в тех же условиях, не предназначенных, делает красивым, но лучше бы не делала, лучше бы передавала, как оно есть, да? Фронталка у Neo 5, и вот так она отрабатывает ночью. Звезд с неба не хватает, но по мне неплохо. Вопрос еще как микрофоны, но напоминаю, что я в чехле все это записываю. 4К 60 FPS, вот ночная съемка здесь намного по мне лучше, чем ночное фото. Ночное фото какое-то совсем печальное. Может быть, я не прав, и по исходникам вы увидите что-то другое. Но со съемкой, вот смотрите, 4К 60 FPS, работает стабилизация, съемка с одной руки, и вроде бы неплохо. А вот с фото было все нехорошо. 4К 60 FPS, основная камера, ночь, много неоновых огней. И вот так она будет у вас снимать, если взять X10. Кстати, да, какую-то даже информацию он вытягивает. Neo 5 радует местами. Немного 4К 60 FPS вывесок и хватит. Минусы: нет телефотосенсора, завышенная цена, нет беспроводной зарядки, быстрая зарядка в 240 Вт по факту бесполезная, это только маркетинг. Пришел он с блокированной симкой, и мне повезло, что у меня получилось ее разблокировать, спасибо умельцам. Не установлена внутренняя память версии 4.0, нет мини-джека, также нет возможности расширить внутреннюю память, и космос цена на глобале. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, и всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. И, разумеется, резюмировать я бы хотел, собственно, на сам девайс. Что я могу сказать? Первое, не забываем о том, что он мне пришел заблокированный, и, скорее всего, на упрощенную его версию я тоже сделаю обзор. Напишите, когда вам, побыстрее или попозже. Там чуть меньше зарядка. Зарядку, к слову, я гонял, и лучшее время у меня получилось 12 минут. Там было довольно сложно, мне понадобилось подождать, пока вот этот процент только исчезнет. И в этом случае, как только у вас исчезает процент этот последний, тушится экран, вы подключаете зарядку, получается 12 минут. Во всех остальных случаях, если смарт ушел в ноль, даже при подключенной быстрой зарядке у вас получается 18 минут. Это максимум. Может быть, они тестировали аппарат мало того, что в лабораторных условиях, так еще и, наверное, после 1000 циклов, когда у него емкость еще больше уменьшилась. Я хочу сразу сказать по поводу блокировок. Это есть у OnePlus и у Realme, и получается у Oppo ее пока нет. Вот это Oppo Enfind Fold Flip уже есть на канале. И на этот смартфон, который я сейчас гоняю, блокировка никакая не пришла. Симка работает, проблем нет. Xiaomi 13 Lite, разумеется, подчастую проиграл GT Neo 5. И этот смартфон, тем, кто понимает риски, я могу однозначно советовать за те же деньги, которые даже сейчас он продается. Почему? Потому что вспоминаем, как было круто, когда появился Neo 3 и Neo 3T, сколько людей ходит, и подсчитайте, кто недоволен. Я вам спойлерну, почти никто. Из минусов
Разумеется, это отсутствие защиты от влаги за эти деньги. У Samsung за эти деньги хуже железа, но есть защита от влаги у смартфонов. Разумеется, за версию глобалки вообще ненормально у них отношение к глобальным. Странное по мне разрешение 450 ppi это круто, но могли бы сделать, не знаю, либо 400 и 500, чтобы был вариант, либо что-то как-то по-другому подумать. Если говорить о том, что края не закруглены, классно, поэтому играть удобнее. Если говорить об автономности, ее вам 100% здесь хватит. Если говорить о зарядке, еще раз, кстати, повторюсь, что за 7 минут 70% у меня набегало. То есть, по большому счету, не 10, не 12, ну и ладно, за 7 минут зарядили смартфон и пошли. Если говорить о диоде, диод удобный в использовании. Если говорить о стерео, это, конечно, печаль, что здесь полуторка, печаль, что здесь Wi-Fi не последней версии. Но, опять же, это флагман, но не флагман. У Realme всегда так, что с фронталкой, которая, никакая, образно говоря, учитывая, что BBK на нее в принципе не обращают внимания, что все остальное. Надеюсь, что такой подход вам подошел. Если подошел, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Что еще обозревать в смартфоне, может быть, что-то я забываю, где я, может быть, был неправ. Всем, кто оставит, огромное спасибо за любой комментарий. И всем, кто посмотрел, двойное спасибо. Девайсу от меня, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.